Вот такая интересная куртка, стильная, оригинальная. Вот вы видите, сзади у нас проходит манжет, напуск. Наш воротник красиво разложился по спинке. Вот такой легкий вариант объемной стильной куртки. Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале Мода с Владанной. Сегодня я хочу вместе с вами покроить курточку. Это легкая весенняя куртка, интересная, модная, там много интересных деталей, с которыми я вас в дальнейшем процессе раскроя познакомлю. Для этой курточки я хочу взять свой воротник, который вы видите в этом пальто. Это моя разработка оригинальная. Здесь интересная драпировка склада, двубортное пальто с таким оригинальным, мягким, красивым воротником, который, в общем-то, создает силуэт классического отложного воротника. Он трансформируется, воротник-трансформер. Он может быть как отложным, таким мягким, красивым, так и это может быть вот такой вот воротник-воронка, вот такой вот интересный, оригинальный воротник. Он может быть асимметричный, он может мягко выкладываться вот такой вот формой. То есть, как и классическое решение строгое, так и мягкое, произвольное, оригинальное, вот такое вот красивое, свободное решение воротника. Вот этот воротник я и хочу использовать в нашей куртке. У нас в ателье наши клиенты нам часто в последнее время заказывают пальто классическое, оверсайз, свободное. Сейчас я вам его продемонстрирую. Когда я вот его на себя набросила, мне как бы показалось, что много для меня вот этого вот объема, много цвета красного, и мне захотелось ее сделать короткой. Вот хотелось красное изделие, именно сделать куртку такую из этой ткани, мягкую, приятную, потому что она хорошо драпируется, выкладывается, и мне показалось, что именно из этой ткани будет шикарно смотреться вот этот вот чудесный воротник, объемный, со складой. Вот, поэтому я буду куртку кроить из такой ткани, и здесь вот в этом пальто очень чудесная такая яркая, интересная подкладка, это комиксы. Ну и скорее всего, что на моей куртке тоже будет такая подкладка. Ну, курточка будет короткая, стильная, абсолютно другой будет воротник. Ну вот сейчас мы приступим к раскрою, увидите все нюансы, все детали. Так, приступаем. Я разложила на столе нашу ткань, сложила ее в 2 раза. Здесь длина ткани 1,60 м, при ширине 1,45 м. Я разложила не по долевой, а по поперечной изгиб у меня проходит. То есть здесь как раз длина ткани 80 сантиметров, то есть 1,60 м я сложила в 2 раза, и вот у меня вот здесь 80 сантиметров. Я выложила лекала спинки, лекала переда. Они у меня вот соединены, то есть здесь нет шва. Эта спинка переходит в перед. Также по спине у меня нет шва, сгиб. Это наш рукав. Его ширина 60 сантиметров, то есть это достаточно широкий рукав. Внизу я
с этого объема сделаю интересную оригинальную складу. Поэтому мне как бы нужен вся эта ширина. Помимо вот этой достаточно простой выкройки, у нас будет еще деталь переда, которая переходит в наш воротник. Это перед, который создает вот этот заход двубортный, и склада наша. Так. Вот этот наш воротник. Здесь вот он со сгибом, и сгиб посередине спинки. То есть тоже как бы все очень просто. Вот он цельный перед переходящий воротник. Перед наш заворачивается, вот здесь гиб, и он проходит, это как рельеф, который проходит через грудь. Перед наш длиннее спинки, то есть если спинка у меня 43 сантиметра от плечевого шва, а по спине по центру 40 сантиметров, то перед, вот мой рельефчик, он здесь длиннее на 2,5 сантиметра. То есть не 43, а 45,5. Ну, опять же, тут это индивидуально в зависимости от вашей груди. Поэтому, ну, конкретно для меня, вот здесь перед чуть-чуть длиннее на 2,5 сантиметра. Ширина вот внизу этого участочка у меня 14 сантиметров. Это низ нашей спинки. Здесь должна быть склада глубиной 2 сантиметра. То есть склада, на которую надо отложить 4 сантиметра. От центра спинки 13 до нашей склады. И от бокового шва 12 сантиметров. То есть общая здесь длина 29 сантиметров. И 12 сантиметров от бока, и от центра 13. И здесь 4 сантиметра наша складка. 13 сантиметров у нас такой как бы плавный заворот на рукав. Переход спинки на рукав. Так же как на спине, вот такое же закругление, оно и по переду. Давайте посмотрим крупным планом нашу выкройку. Длина по рукаву и до середины спины 80 сантиметров. Наша горловина 11 сантиметров. И соответственно плечо и длина рукава 69 сантиметров. Я приступаю. Оставляем припуск сантиметровый. Это наш рельефчик, который проходит по линии груди. Вот абсолютно прямая линия. И доходит до нашей горловинки. Ну,
и спинка. Понижение спинки. И достаточно широкая здесь горловина по спине, для того, чтобы разместился такой достаточно объемный, большой, мягкий воротник. Важно сделать насечки наши. Вот здесь мы делаем насечки складочек. Вот. И делаем насечку среднего шва. И по горловинке тоже. Еще вот здесь по центру рукава. Теперь я сразу же выкладываю нашу курточку. Вот я ее сразу раскладываю, чтобы вам было понятно. Нам необходимо будет сострочить первым делом, собрать на примерку вот этот вот наш бачок с рукавчиком. И заложить вот складочку. Вот наша спинка. Мы закладываем складку. И прикладываю. Сегодня имела удовольствие смотреть коллекцию Валентина 2020. И вся коллекция была выполнена в 3 цветах: черный, красный и бежевый. И настолько мне понравилась вещи в красном цвете, что возникло желание сделать себе такую курточку. Тоже захотелось чего-то красного в своем гардеробе. Теперь приступаем к нашему воротнику. Так, это мы приготовили деталь. Ширина нашего воротника 44 сантиметра. Здесь до сгиба 22 сантиметра. 22 сантиметра. Общая 44. Длина. Я вот сейчас делаю 80 сантиметров. Такая же длина, как и нашей куртки. Я делаю длиннее, вот на всю длину, и мы, когда уже будем этот наш воротник вмётывать, мы посмотрим, немного подкорректируем уже во время примерки. Вот это вот наша складка, это на 20 сантиметров по 10 сантиметров. До начала нашей склады, вот здесь вот от сгиба, от центра спинки 24 сантиметра. 24 сантиметра. Вот в районе горловины, вот это центры нашего воротника и центр спинки, мы делаем понижение на 3,5 сантиметра. Это симметрично с двух сторон. То есть получается 18 до сгиба 18,5 сантиметров. Это вот такой перед воротник. Так, теперь
я складываю и уже сейчас буду намечать склады вот в таком виде сложенном. Мы, чтобы было все симметрично и четко, мы наметим так. Вот наша складка. И вот здесь точка, это участок 10 сантиметров. Значит, что мы делаем? Мы берем нашу складочку, вот так вот ее закалываем. То есть она по лицу, поверху, вот смотрит наверх склада, заворачивается. Не вниз, вот так, а наоборот, наверх. Вот. Так. Здесь у нас наш центр. Нам его обязательно нужно поставить метку или надсечку. Так, теперь наша склада с другой стороны. Вот. И сейчас я беру, совмещаю центр со спинкой и выкладывая воротник наш и смотрим. Вот у меня четко все выложилось. То есть наши 80 сантиметров, то, что я выкроила, как раз сантиметр в сантиметр все совпало. Вот я соединяю наш воротник с нашей курточкой. Можно предварительно застрочить эту складу перед тем, как ее соединять с верхом изделия. Можно застрочить и лишние слои поубирать, то есть ее немножко упластить. Сейчас это все соберу на машинке, наше изделие. Тут буквально 3 шва. Это 2 по боку и по рукаву, и второй шов по нашим рельефам, переходящим на воротник. То есть вот моя курточка, по сути дела, готова. Осталось еще нам вырезать наш пояс-манжет, в который войдет куртка внизу. Как раз вот эта оставшаяся полоса у нас и будет нашим поясом-манжетом. Так, сейчас мы все сметаем на машинке. Наши рукавчики, вот эти 2 шовчика, мы их собираем первым делом. У меня сантиметровые припуски. Ставим крупный стежок. Один шов мы собрали.
буквально сразу. Рукава мы собрали. Теперь приступаем к нашему воротнику. Так, здесь достаточно толстый участок ткани. Ну, машинка зашла на ткань. Пришили наш переходящий воротник, который одновременно является и под бортом. И теперь нам нужно это все ввести в наш манжет с завязками, пояс-манжет. Правый борт. Теперь у нас бок, левый бок, мы соединяем между собой. И вот находим линию перегиба, точку. И то же самое наш пояс длиной 1,60 м. Мы его согнули и соединяем вот здесь с нашей точкой. Теперь пояс должен дойти до бока. Это с левой стороны. Вот завязка. Вот оно доходит. И сюда как раз вот входят наши складки. Вот это спинка. То есть вот оно. Можно чуть-чуть его как бы поднатянуть, чтобы вверх он немножечко посаживался на наш поясочек. Вот легкую дать вот здесь вверх ослабинку по поясу. И с этой стороны вот наш правый борт. Верхний он накрывает, и тоже мы как бы его чуть-чуть даем такую натяжение нашего манжета на изделие. Я эту курточку делаю полностью мягкой, я нигде ничего не проклеиваю. Мне хочется сделать ее свободной, мягкой, легкой, вот такой вот такой интересной курточкой. Так, теперь здесь участок нам нужно будет тоже вырезать наш манжет. Вот из выпадов у нас вот в этой части пришивается наш манжетик. И вот лишний кусочек я срезаю. Так, поехали. Примотываем наш манжет. Мне уже не терпится ее померить. Что же получится? Так, ну что, мы приметали манжет. Естественно, когда это будет пришиваться, это будет вырабатываться, зарабатываться концы, это будет все делаться по технологии. Сейчас мне важно это собрать и вам показать, что же получилось. Мне самой очень интересно. Так, последний момент, то, что мне осталось сделать, это
деталь на рукаве. Значит, мы берем рукав, вот, сгибаем вот так вот в 2 раза, потом еще раз. В 4 раза наш рукавчик сложен. Вот я ставлю меточку. Вот. До сгиба, от одного сгиба до другого я застрачиваю. Второй рукавчик я то же самое делаю. Вот мне нужно сострочить вот этот вот участочек. Я прям под машинку заправляю. Все, собрали. Теперь мне не терпится это все примерить. Посмотрим, что у меня получилось. Так. Ой, какая красота, как все чудесно. Здесь мы прикалываем. Я приколола, зафиксировала вот этот вот участок пояса, и вот то, что у меня со спинки, перешел конец завязки. Ну, здесь в дальнейшем будет или кнопка, или пуговичка. Эту часть я завязываю. Так, теперь мой чудесный, красивый воротник. Вот вы его видите. Я его могу различные формы с ним варьировать. Вот он. Но он просто потрясающий. Очень красивый воротник. Мягкий такой. Чудесный воротник. Так, что же мы будем делать с нашими рукавами? Теперь вот здесь у меня образовался вход руки, а вот это угол, который я застрочила. И вот я его вот так по руке, вот здесь, или же зашиваю таким образом. Вот он с одной стороны и с другой. То есть здесь у меня образовывается такая интересная склада, которая она как бы созвучна нашему воротнику, в характере воротника. Такая интересная деталь. Причем этот участок, если же, допустим, у нас пояс на завязке, вот так, как здесь я сделала, то здесь мы можем застрочить изнутри, выработать, предусмотреть подворот, то есть уже все это красиво оформить. Можно подзаузить, подзабрать, то есть уже на ваше индивидуальное желание приподнять вот эту вот часть, то есть как вам захочется. Если же, допустим, мы захотели сделать на манжете пуговицы, можно сделать и вверху пуговицы, так как вы видите на пальто. Вот. Но конкретно на курточке мне не хочется делать вот в этой части пуговички, застежку, потому что он мягкий, он заворачивается, он ложится. Мне достаточно застежки на нашем поясе. То есть здесь может быть как завязка, так и 2 пуговицы. Если пуговички на поясе, то соответственно пуговички могут появиться вот на этих уголках. То есть они тут очень даже удачно впишутся. То есть можно, соответственно, в цвет вашей ткани подобрать пуговицы и вот это все добавить, разбавить пуговичками. Но можно просто застрочить углом, настрочить, а здесь сделать пояс-завязку. Вот такая интересная куртка. Стильная, оригинальная. Вот вы видите, сзади у нас проходит манжет, напуск. Наш воротник красиво разложился по спинке. Вот такой легкий вариант
объемной стильной куртке. Я предлагаю использовать мягкие ткани, то есть это может быть костюмная ткань, это может быть джинс, можно даже попробовать из плащевки сделать эту куртку. Может быть мохер мягкий, может быть какой-то плотный трикотаж такой объемный. То есть курточка должна быть в принципе такая вот мягкая. Мы ушли от швов, мы ушли от лацканов, от углов. То есть у нас получились вот эти склады, которые дали возможность развернуться нашей прямой линии. Вот это, вы помните, что это прямой участок, и благодаря складке образовалась вот такая вот красивая шалевидная линия. Ну и такая интересная, на мой взгляд, деталь на рукаве. Вот такая короткая куртка. Конечно же, это может быть и длинное пальто. То есть вы к части нашей талии пришиваете юбку, сверху завязываетесь поясом. То есть как вот в данном варианте. Здесь немножко другой рукав, здесь это больше приближено к классике пальто. Вот, то есть здесь на плече есть шов. В нашем варианте все мягко, здесь нет швов, здесь буквально, ну, реально легкая куртка, легкая в исполнении. Участок вот переда, он двойной, здесь не нужно его закрывать подкладкой. А естественно курточку мы всю можем посадить на подклад. Здесь подворот рукава как раз, ну, можно немножечко сделать аккуратнее рукав, подзаузить. Но мне нравятся широкие свободные рукава. Вот я сложила наш воротничок. Мы его можем сделать вот такой вот мягкий. Вот такой вот он тоже очень красиво завернулся. Можно отвернуть. Асимметричный воротник. Я довольна своей курткой. Надеюсь, и вам она придется по душе и появится в вашем гардеробе. Как раз сейчас для весенней погоды она очень кстати. Если вам понравилось, ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч! Всего вам доброго, дорогие друзья!